Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как сделать одуванчики. Долго над ними думала, как-то постоянно затягивала эти цветочки, но сегодня я вам покажу, как их сделать. И еще вы часто просите меня сделать ландыши, знаете, я пробую сделать, но мне так хочется добиться результата именно вот этих маленьких цветочков, и как только я добьюсь этого результата, я вам обязательно его покажу. А пока готового варианта ландыша у меня нету, так что смотрим одуванчики. Ну и начнем мы с вами работу именно из одуванчиков желтого цвета. В работе буду использовать гофрированную бумагу производства Италия плотностью 180 грамм. Но не обязательно использовать эту бумагу, потому что по окончанию мы будем сильно растягивать. Все номера оттенков вы видите на экране. Начнем с серединки. Берем любую проволоку, желательно толстую, потому что стебель у цветочка не тоненький, и делаем сверху небольшой шарик из фольги. Это будет серединка. Отрезаем полоску бумаги по размеру 2,5 на 32 см. Можно использовать как длиннее, так и меньше. В зависимости от размера вашей полоски будет зависеть всего лишь размер вашего цветочка. После чего хорошо растягиваем. Вот поэтому бумагу можно использовать совершенно любую, потому что по итогу мы ее хорошо растягиваем, и нам нужна будет обычная тонкая бумага. Я ее складываю, чтобы было удобнее и быстрее нарезать, и мелко-мелко нарезаю, не доходя до края, где-то миллиметров 5. Кстати, ваш шарик должен быть по размеру чуть меньше, чем ваша заготовка из бумаги. Таким образом мы сможем ее в дальнейшем хорошо обклеить. Наносим снизу клей и постепенно начинаем приклеивать полоску бумаги, хорошо сжимая снизу. Вообще в этой работе можно использовать и ПВА клей. После того, как мы убедились, что сверху все наши так называемые лепестки закрывают серединку, мы наносим сверху клей и хорошо все прижимаем. Тем самым у нас получается вот такая интересная серединка. И дальше начинаем точно так же приклеивать бумагу. Но уже сверху приклеивать на фольгу нам ничего не нужно. Добавляем цветочку объема. Таким образом, приклеивая бумагу, в этот момент мы просто-напросто смотрим, хватает нам объема или нет. Я не могу сказать по сантиметрам, сколько я в этот момент приклеила, но я решила остановиться вот тут, когда мне показалось, что объема цветочка приблизительно достаточно, и надо бы делать уже объем по краям. После чего я просто всю свою полоску при помощи ножниц все лепестки подкручиваю. И дальше начинаем приклеивать полоску до самого-самого конца. Тут просто-напросто важно видеть свой цветочек и понимать, как вам больше нравится, когда у вас чуть более закрытая серединка, цветочек больше смотрит вверх, ваши лепестки, или же очень сильно раскрытый цветочек. Все это можно контролировать при помощи одной полоски, но приклеивая где закрученные лепестки, а где ровные. Приклеили всю полоску и сам чашелистик. Беру зеленую бумагу и тоже ее хорошо растягиваем. Для того, чтобы измерить, сколько нам бумаги понадобится на чашелистик, я просто примеряю снизу. Кстати, полоску я отрезала по ширине 5 сантиметров. Можно отрезать чуть-чуть больше. С одной стороны я нарезаю мелко-мелко чашелистики, а с другой стороны чашелистики делаю приблизительно на 1 сантиметр. После чего разрезаем заготовку на две части. Причем, что там, где чашелистики у вас длиннее, снизу оставляю всего лишь 5 мм. И эту полоску я подкручиваю. Откладываем в сторону. Теперь приклеиваем наши маленькие чашелистики. Наношу снизу клей и приклеиваем к самому одуванчику.
Теперь нам остается закрепить снизу бумагу на сам стебель. Отрезаем от чашелистиков, которые мы делали, более длинные, небольшой кусочек, и приклеиваем его снизу. После чего можно тейпировать ножку и приклеивать сами листья. Вместо бумаги для тейпирования можно использовать тейп-ленту. Сами листья делаются как обычные листья. Все листья для своего одуванчика я делала разные по размеру и брала разные отрезки бумаги. И все, что нам остается, вырезать форму самого листа одуванчика. Если вы не умеете вырезать просто без наглядного примера, вы можете вбить в интернете лист одуванчика, можете распечатать картинку и вырезать именно по самой картинке. Закрепляю листья снизу, тейпирую, подклеиваю, и мой цветочек готов. Можно подрезать лепестки вашего одуванчика, если где-то что-то торчит, чтобы он был более аккуратной формы. И все. Для своей работы я сделала одуванчики разного размера. И давайте сделаем еще пару бутонов одуванчиков, которые еще не раскрылись до конца, но уже поменяли цвет. Делается все точно так же. Единственное, мы не будем с вами приклеивать пушистые лепестки, а просто приклеим их сверху. Чашелистик делается точно так же, и лист тоже. Если необходимо, подрезаем. Тейпируем, приклеиваем листики, выгибаем свой бутон и готово. У меня получились вот такие цветочки. Я сделала 5 одуванчиков желтого цвета и 4 бутона. И знаете что? Мне хотелось все-таки их оформить в какую-нибудь композицию. У меня было дома небольшое металлическое кашпо, которое я покупала в строительном магазине. Вовнутрь помещаю пенополистирол. Можно использовать пенопласт или же флористическую губку. Я, как обычно, сначала вклеила свой пенополистирол, а потом подумала, что не мешало бы закрыть сверху бумагой. Хотя изначально лучше бы я обклеила сначала свой пенополистирол бумагой, а затем его уже приклеила к кашпо. Так было бы удобнее. Но после того, как я все приклеила, начинаю вставлять цветы. Цветочки я буду вклеивать на термоклей, так как снизу у меня не очень большое пространство для того, чтобы они хорошо держались.
И использую я в работе ту кору, которую использую для посадки орхидей. Добавляю ее немного в свой горшочек, и на этом моя композиция с одуванчиками готова. Знаете, туда можно было еще посадить пару ромашек, было бы тоже очень интересно. Но я думаю, ромашки мы с вами будем делать в одном из следующих видео. Ну а если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!